Итак, всем доброго утра. Сейчас раннее утро, который час я даже уже не знаю. 5 утра. Нормально, ничего. Самое подходящее время для работы. Поскольку у меня очень много накопилось, и я не успевала снимать, я сказала, что я буду маленькие такие проводить прямые эфиры, снимать ритуалы и загружать. Потому что на прямом эфире быстро загружается, а вы утром посмотрите. Будет только на этом канале, поэтому «Ведьмина изба 2». Я там вроде предупредила, чтобы все смотрели сюда. Значит, дорогие друзья, приближается у нас уже второй год, да, следующий год. Пока я сниму эти чистки, а потом, может быть, вместе уже проведем. Но перед этим я в эти дни должна их снять, чтобы потом вы были готовы, чтобы и тексты были у вас, и не путались, как всегда. А потом на днях постараюсь уже с вами вместе провести, чтобы эта вся энергия была очень сильная, особенно в эти сильные дни. И помогала тем, у кого, может быть, еще пока дела идут трудно. Итак, отзеркалить неудачи. Про зеркальную магию я рассказывала. Мир многогранен, потусторонний мир тем более многогранен. И там очень много различных измерений, различных миров. Это астральные миры, это миры, которые находятся здесь, это миры зазеркалья. Почему, когда человек умирает, закрывают зеркала? Откройте, посмотрите магию зеркал, мою лекцию, там все сказано, не будем сейчас зацикливаться. Есть зеркала теплые, есть зеркала холодные. Например, есть зеркала очень красивые, но не хочется к ним подходить, какой-то смрадные чувства внутри. Есть зеркала, которые старенькие, не очень, так знаете, но мы очень любим там смотреться. Потому что зеркала нас иногда показывают красивыми, а иногда очень страшными, уродливыми, растягивают, понимаете? Очень много зависит от зеркал, от энергетики зеркала. Зеркало нельзя вешать напротив входной двери. Они будут гонять, изгонять все, что приходит в ваш дом. Откуда вот эта мода пошла зеркальные небоскребы? Дело в том, что первые, кто это применил, это в Гонконге, когда, согласно магии азиатской, считалось, что отзеркалить конкурентов можно, то есть ставить на подоконники зеркала и оттуда притягивать энергию к себе. И те тоже начали это делать. А потом уже вот вышли в моду просто зеркальные стены, зеркальные... И все эти торговые центры, все банки начали друг за другом строить вот такие огромные зеркальные пространства. Вот отсюда пошла мода вот эти зеркальные строить, где бизнес-центр все зеркально. Отзеркаливает плохое и привлекает хорошее. С народа забирает энергию зеркала. Разбитое зеркало, к несчастью, к смерти, нужно откупаться, я вас учила. Надо либо закапывать, либо оставлять с 13 монетами и говорить «откупаюсь» и уйти. Итак, зеркала. Просто так, без руководства, без чьей-либо помощи, без подсказки не рискуйте делать зеркальные работы, зеркальные ритуалы, если этот человек малоизвестен и не совсем известен, или где-то вы нашли этот ритуал, ну, не надо, потому что есть зеркальник, есть зеркальный бес называется, есть духи зазеркали. Вы знаете, что в зеркалах такая мощь и сила, что у многих девушек в средние века, которые звали какого-то суженого, находили задушенными перед зеркалами. У нас была женщина, которая так и не вышла замуж, и я видела, у нее кривое было лицо, оказалось, что вот баловалась этими делами, какая-то женщина ей там подсказала, значит, в зеркале звать жениха, разные способы, у всех народов свои. Так вот, оттуда с зеркала очень сильный удар по лицу ее пришел, жуткий удар, физическое воздействие, и у нее лицо скривилось. И врачи не смогли исправить, у нее просто парализовало пол лица, и она так до конца жизни осталась одна. Поэтому эти все зеркальные гадания, эти все призывы зеркальных каких-то там женихов, учтите, оно очень чревато. Не надо это делать, и дань моды, и интерес, это опасно.
Теперь зеркала не только опасны, зеркала могут еще и помочь человеку открыть его жизненную дорогу, отзеркалить его неудачи. Но этим тоже баловаться не стоит, и не стоит лезть в зеркальную магию и все такое. Еще раз говорю, без руководства, без объяснений. Если человек вам не знаком, если ритуал вам не очень понятен и прочее, не лезьте туда. Вы не знаете, чем это закончится. Зеркало. Вот это зеркало обсидиановое, это мне подарили. Черное зеркало. Вам черное зеркало не нужно, поскольку вы не практики, вы обычные люди. Нужно взять зеркало совершенно новое, купить, не торгуясь, или оплатите картой, но, по крайней мере, сдачи не берете. Берите в любой день, желательно не в выходные дни. Можно в любой день покупайте зеркало. Обыкновенное зеркало, маленькое, ну, чтобы оно стояло так красиво. Желательно, чтобы оно было либо круглое, можно деревянное, хотя деревянное сейчас не продают, в принципе, но чтобы она стояла вот так вот на столе. Черная материя вам нужна, вот. Можете даже сверху так кинуть, чтобы быть готовыми к этому. 3 черные свечи восковые. Я начала вас уже учить более таким сильным работам постепенно. Черный воск имеет особую энергетику. Некоторые спрашивают, можно ли, скажем так, сделать самим, если нет свечей из черного воска. Да делайте на здоровье. Почему нельзя? Делайте, если вы можете. Какая разница? Тут дело не в красоте свечей, а в рабочести, понимаете, в силе. Воск – это природный материал, это энергия Земли. Это все-таки энергия многих цветков, понимаете. Поэтому именно воск в таких ритуалах, именно черный воск, он особенно открывает. Это открывает дороги, отзеркаливает ваши неудачи, убирает. Провести желательно 3 ночи кряду. Проводить или ранним утром, как сейчас, ну, чтобы были сумерки. А сильнее всего вообще, я вам скажу, ритуалы работают от 12 ночи, ну, 00 ночи до 03. Это доброе утро. Это вот как раз самое то время, когда ритуалы особенно сильно работают. Теперь зажгли эти свечи. Читайте 3 раза, глядя в зеркало. Вот, читайте, смотрите на себя, читайте, смотрите. Не бойтесь, там может лицо поменяться. Вам ничего плохого не будет. Я никогда не дам опасные ритуалы, не разрешу проводить обычным людям. Если что-то не то делаете, просто оно не получится, не более того. Здесь нет опасности. Если бы вы были практики, естественно, для практика ошибка, она чревата. Прежде чем практик за что-то возьмется, он должен 1000 раз подумать, знать, все взвесить, все как бы рассчитать и так пойти. В вашем случае я даю готовые ритуалы, сильные уже с ключом, уже с силой, которая есть в этих ритуалах, и они вам не опасны. Если у вас что-то не так получилось, вы не так откупились, не вовремя забыли и так далее, не надо переживать, просто переделайте. Оно просто у вас не получится. Все. Это единственное, что грозит. Дальше. 3 раза прочитали, тут же вот так вот закрывайте. Вот сразу закрывайте черным материалом, закрывайте это зеркало, уносите. На следующий день, когда откроете, не смотритесь в нее вот так вот в повернутом состоянии. Опять говорю, если посмотритесь, надо просто повторить. Больше ничего. Не глядя в это зеркало, открывайте, зажигайте свечу черную. Вот так проводите несколько минут, минуты 3, очищаете вот это пространство, сжигаете вот эту информацию, которую вчера дали ей, да, а потом только снова проводите. 3 ночи кряду у вас, если полоса неудач, эта полоса неудач резко закончится. Это очень сильная работа. Самые сильные работы – это все-таки зеркалами. И прежде чем дать такие работы, мне некоторые говорят, ой, а почему вы раньше вот такие не давали? Да потому что вы должны быть готовы к этому. Вы должны начать с малого. Сначала это делать, потом то делать, а потом уже дальше и дальше. Сразу взять и дать вот такие работы – это смешно. Это все равно как
первокласснику сразу взять и дать марксизм, ленинизм и сказать, читай, изучай. Понимаете, ко всему надо идти постепенно. Сразу давать такие ритуалы могут просто незрелые люди, люди, которые к практике никакого отношения не имеют. Просто людям хочется вот себя разрекламировать, как-то раскрутить себя, понимаете? И вот они, вот берите, делайте такие сильные, хорошие работы. А как делать, с чего начать, от чего? Это неправильно. Так вот, пришло время, вот дают такие ритуалы. Видите, с каждым годом все сильнее мы начинаем с вами узнавать и более вот все эти дебри изучать. Начали. Да, я сегодня все утро буду работать. Значит, 3 свечи, зеркало, которое покупайте только для этой работы, больше нигде не используйте, не смотритесь в нее, потому что вы туда отдаете свои неудачи постоянно. Не торгуясь, берете любой день, ну, желательно, кроме выходных. То есть воскресенье, суббота, в эти дни не надо, потому что эти дни, у них особая энергетика, они не предназначены для работы в магии. Черный материал. Ночью лучше провести с 00 до 03 ночи или ранним утром. По крайней мере, когда сумерки. Читайте 3 раза. Начинаем читать. Потом накрывайте. Ждете, пока свечи догорят. Эти свечи на следующий день выносите вот эти огарки свечей, ложите, значит, под дерево. Кидаете там 3 монеты, говорите «откупаюсь», уходите. На следующую ночь, когда открываете, постарайтесь не смотреть туда. Вот таким образом очищаете вот это все вот, то есть всю эту энергетику, оставленную со вчерашнего дня. Точно так же 3 раза прочитали, закрыли, свечи догорят, опять откупать 3 дня, 3 ночи точнее. У вас раскроется этот полоса неудач. Но это тот ритуал, который иногда можно повторить. Ну, месяц, 2-3 раза можно повторить. Если вы все время находитесь вокруг таких людей, вы поймите, у нас мир становится все, знаете, грязнее, все тяжелее, все люди более завистливые становятся, более какие-то никчемные. Поэтому вы постоянно нуждаетесь и в чистках, и, ну, не в капитальных таких, чтобы открывать, но, по крайней мере, вы для себя должны скидывать с себя эту отрицательную энергетику все время. Итак, начнем. Велю потусторонняя тать, велю тебя мне помогать. Нет, неправильно. Опять прочитала с половины, да что ж такое. Туда не смотрю. Начали. Ночь черная, зеркало темное, потусторонняя тать. Велю тебя мне помогать. Кто в тебя зрит и просит помощи, у того неудачи забери, да к себе прибери. Вся душевная боль и телесная хворь в зазеркалье сходит, да в тать потустороннюю уходит. Тело очищает, судьбу обновляет, дороги жизни моей открывает, да двери закрытые предо мной отворяет. Свои неудачи через зеркальную тать, через черную гладь велю моим врагам отдать. Этой черной ночью через зеркало темное творится тайное дело колдовское. Отзеркаль зеркало мои неудачи, открывай зеркало двери судьбы, дороги удачи. Словам зарок, делам моим свершится, замком установиться, истинно заклято. Это у нас алкаши там дерутся, прям ждут, когда я начну снимать, чтобы друг другу морду бить, суки. Давайте еще раз. Я когда даже читаю, у вас сейчас может трясти, потому что слова очень сильные. Смотрите в зеркало, а там идет бесконечность, понимаете, в зеркалах. И вот это все отдается в зеркальную гладь. И после закрывается. Я сейчас просто вас учу, поэтому мне это не страшно-то, закрою или нет. А вам стоит это делать. Пожалуйста, начнем. Еще раз прочитаю. Ночь черная, зеркало темное, потусторонняя тать. Велю тебя мне помогать.
Кто в тебя зрит и просит помощи, у того неудачи забери, да к себе прибери. Вся душевная боль и телесная хворь в зазеркалье сходит, да в тать потустороннюю уходит. Тело очищает, судьбу обновляет, дороги жизни моей открывает, да двери закрытые предо мной отворяет. Свои неудачи через зеркальную тать, через черную гладь велю моим врагам отдать. Этой черной ночью через зеркало темное творится тайное дело колдовское. Отзеркаль зеркало мои неудачи, открывай зеркало двери судьбы, дороги удачи. Словам футы зарок, делам моим свершится, замком установиться, истинно заклято. Орут, меня отвлекают твари, блин, там. Надоели, ненавижу я пьющих людей. Поубивала бы, ей-богу. Почитаю еще раз для верности. Те, которые орут, когда будет текст, останавливайте и пишите, если вам срочно надо. Вон Яна уже все тексты напечатала. Она ж не робот, в конце концов. У вас совесть есть? Она и так набирает сразу же. Первый раз в жизни приехала по делам в Москве, поэтому набрала через 3 дня. Уже все орут. Привыкли же. Что такое тать потусторонняя? Вот за зеркалье есть тать потусторонняя. Ну, вам не слышно, а там орут же, бьют друг друга, убивают. Поубивали бы один раз и отдохнули бы мы все. Начнем. Ночь черная, зеркало темное, потусторонняя тать. Велю тебя мне помогать. Кто в тебя зрит и просит помощи, у того неудачи забери, да к себе прибери. Вся душевная боль и телесная хворь в зазеркалье сходит, да в тать потустороннюю уходит. Тело очищает, судьбу обновляет, дороги жизни моей открывает, да двери закрытые предо мной отворяет. Свои неудачи через зеркальную тать, через черную гладь велю моим врагам отдать. Этой черной ночью через зеркало темное творится тайное дело колдовское. Отзеркаль зеркало моей неудачи, открывай зеркало двери судьбы. Дороги удачи. Словам зарок, делам моим свершится, замком установиться, истина заклята. Пользуйтесь во благо, а я пойду снимать дальше. Пока это пусть грузится. Много-много мне еще надо делать. Ой, ничего, успею. Нам не привыкать, да, Пусек? Мы с Пусекой сегодня колдуем. Мне кажется, многие могуйки мечтали бы быть как Пусека, услышать хоть одним ухом, послушать, что я тут творю, делаю, что я тут делаю, да? Пусть знает больше, чем они все вместе взятые. Потому что он всегда наблюдает за моей работой. Я думаю, Пусе уже пора салон магии открыть. Он уже все понимает лучше меня. Любит, когда я колдую. Объясню почему. Потому что он видит все здесь. Здесь все интересно, приходит в движение, что-то там падает, что-то там шумит. Ему все это интересно. Он прям смотрит по сторонам. Вот ждет, как свечи зажгу, бежит. Знает, что я сейчас буду что-то интересное делать. Все, дорогие друзья. Пользуйтесь во благо. Это очень хорошая работа, которая вам будет помогать. Я чем дальше, тем сильнее буду вам давать работу. И объясню, почему много даю. Потому что у людей разные энергии. Когда есть выбор, когда много, вот книги точно так же, да, есть выбор. Вот кому-то нужно от врагов сейчас защищаться, он берет эту книгу, ему это надо сейчас. Он не берет лишние книги для себя. Он берет то, что ему в данный момент жизни необходимо. Придет момент, будет возможность, возьмет еще что-нибудь. Понимаете, кому-то деньги интересны, он то берет, кому-то семейное счастье нужнее, вот это ему надо. Когда очень много работ, есть выбор. Одно не получается, другое берешь. Вот найдешь свое, и уже свою линию как бы дальше продолжаешь. Все. Я пошла во благо человечества работать, а вы тут пока ента все смотрите.
Переварите, одним словом. Всем удачи!